Здравствуйте! В этом видео рассмотрим использование инструмента «Сшить поверхность» в программе SolidWorks. С помощью этого инструмента можно объединить две или более отдельных граней или поверхностей в одну единую непрерывную поверхность. Это преобразование часто требуется для последующих операций, таких как добавление скруглений или преобразование поверхностей в твердые тела. Например, у нас есть два отдельных поверхностных тела. Это можно увидеть, открыв в дереве конструирования папку «Тела поверхности». Кроме этого, вот эти синие кромки в модели указывают, что это две отдельные поверхности. Они называются граничными кромками и возникают там, где у поверхности есть свободный край, не сшитый с другой гранью. Эти кромки ограничивают только одну геометрическую грань и невозможны в твердом теле. Для запуска инструмента нажимаем «Сшить поверхность» на панели инструментов поверхности или нажимаем «Вставка», «Поверхность», «Сшить поверхность». В разделе «Выбор» нужно добавить грани и поверхности, которые необходимо сшить. Следует обратить внимание, что кромки поверхностей должны быть смежными, но сами тела не обязательно должны быть на одной и той же плоскости. Можно выбирать смежные поверхности по одной или с помощью рамки. Далее нажимаем «Ок». При сшивании поверхностей тела поверхности, использованные для создания новой поверхности, поглощаются. Поэтому в папке «Тела поверхности» вместо двух исходных поверхностей создано одно единое поверхностное тело. Но остались граничные кромки черного цвета. Они представляют собой линии разъема, разделяющие единое тело на несколько частей. При необходимости от этих линий можно избавиться. Для этого нажимаем «Редактирование определения» и включаем параметр «Объединить элементы». Нажимаем «Ок». Разделяющие линии исчезли. Отобразим еще одну поверхность, которая закрывает созданную поверхность по контуру сверху. Попробуем скруглить общую кромку между поверхностями. Скругление создать невозможно. Ситуацию можно исправить, нажав «Сшить поверхность», выбрав эти две поверхности и включив параметр «Объединить элементы». Нажмем «Ок». Создана единая поверхность. В случае такого перехода между поверхностями параметр «Объединить элементы» не работает. Кромка между ними остается видимой черного цвета. Но все равно это одна поверхность, поэтому теперь можно нажать «Скругление», задать радиус, указать общую кромку и нажать «Ок». В результате создана единая поверхность со скругленной кромкой. Отобразим еще две отдельные поверхности, которые закрывают тело по контуру снизу. Выберем эти поверхности, нажмем «Сшить», включим «Объединить элементы» и нажмем «Ок». В таком случае поверхности сшиваются без линии разъема. Снова запустим инструмент. Выберем две оставшиеся поверхности и нажмем правую кнопку мыши. Создать единую поверхность невозможно, так как кромки поверхностей должны быть не перекрывающимися. Закроем менеджер. Предварительно нужно обрезать по контуру выступающие части этой поверхности. Для этого нажимаем «Отсечь поверхность», выбираем в качестве инструмента объемную поверхность и указываем обрезаемую часть плоской поверхности. Нажмем правую кнопку мыши. Далее нажимаем «Сшить», выбираем две поверхности и нажимаем правую кнопку мыши. В результате в модели осталась единственная поверхность. Для наглядности создадим разрез. Сшить все эти поверхности можно было и одной операцией. Запускаем инструмент. Для выбора всех тел нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-A, включаем «Объединить элементы» и нажимаем «Ок». В результате одной операции создана единая поверхность. Если сшитые поверхности образуют замкнутый объем, как в данном примере, то при сшивании можно создать твердое тело. Нажмем «Редактировать определение» и включаем параметр «Создать твердотельный элемент». Нажмем «Ок». В дереве появилась папка «Твердые тела», и в результате создано твердое тело. Для наглядности опять создадим разрез. Еще один частый способ применения инструмента – это наоборот, создание поверхностей из твердого тела. Нажимаем «Сшить поверхность», выбираем две смежные грани твердого тела и нажимаем правую кнопку мыши. И теперь в дереве снова появилась папка «Тела поверхности». Скроем твердое тело. Создана поверхность в виде точной копии граней твердого тела. Следующий метод применения инструмента чаще всего используется в проектировании пресс-форм.
но также полезен в любых задачах, где нужно быстро создать поверхность, в точности повторяющую сложный внутренний или внешний контур твердого тела. Для этого нужно предварительно создать поверхность разъема. Выбираем нижнюю грань, затем кромку и нажимаем правую кнопку мыши. Запускаем «Сшить поверхность» и выбираем созданную поверхность разъема. После чего в менеджере появляется поле «Исходные грани». И вместо того, чтобы вручную выбирать кучу мелких граней сложной детали, просто указываем одну любую грань твердого тела. И программа автоматически найдет все смежные грани твердого тела и объединит их с поверхностью разъема. Нажмем «Ок». Далее скроем исходное твердое тело. В результате получилась точная поверхностная копия всех граней твердого тела. И только нижняя грань тела, окруженная поверхностью разъема, не была сшита. Но при необходимости эту поверхность можно добавить, а поверхность разъема можно обрезать. Таким образом, за две операции создается точная поверхностная оболочка любого твердого тела. При сшивании реальных сложных поверхностей часто возникают проблемы, связанные с зазорами между этими поверхностями. Эти зазоры могут возникать из-за ошибок в эскизах или округлений, сделанных программой при расчете поверхностей. Запустим инструмент, затем выберем 3 поверхности и нажмем «Ок». Возникает ошибка, в большинстве случаев связанная с тем, что в модели есть зазоры, которые слишком велики, чтобы программа могла их обработать. Чтобы понять, где в модели находятся зазоры и устранить эту ошибку, нужно включить раздел «Управление зазорами». Если в списке зазоры не отображаются, значит они выходят за пределы установленного диапазона значений. Этот диапазон зазоров можно изменить, сдвинув стрелочки-регуляторы до минимума и до максимума. Появились 2 зазора. Но если зазоры отсутствуют в списке, но сшить поверхности не получается, значит нужно закрывать инструмент и искать более крупные зазоры, то есть ошибки в построении. В данном случае, чтобы не искать зазоры по всей модели, выбираем нужный зазор в списке, и он высвечивается в графической области. Затем выбираем другой зазор. Зажимаем клавишу Ctrl, если нужно выбрать несколько зазоров. Чтобы приблизить зазор, нажимаем на него правой кнопкой мыши и выбираем «Увеличить выбранный элемент». Таким же образом можем увеличить и другие зазоры. Главный параметр в этом разделе – это допуск сшивки. Зазоры, размер которых меньше заданного допуска, при сшивании исчезают. Значит, увеличим значение допуска до размера найденных зазоров, то есть до 0,2 мм. Но программа ограничивает диапазон допуска сшивки от 0,1 до 0,1 мм. Больший зазор между поверхностями программа считает конструктивной ошибкой или слишком большим разрывом, который нельзя просто сшить без искажения геометрии. Значит, нужно уменьшить зазоры. В данном случае зазор был создан специально, поэтому просто уменьшим его значение до 0,02 мм. И снова запустим инструмент. Выберем все тела, включим управление зазорами и видим, что значок зазоров изменился. Значение зазоров меньше значения допуска, и теперь их можно сшить. Нажмем «Ок». И поверхность сшита. Погасим последнюю операцию и снова нажмем «Сшить поверхность». В этот раз отключим управление зазорами и нажмем «Ок». Но поверхность все равно будет автоматически сшита, так как зазоры в модели меньше допуска сшивки по умолчанию. А управление зазорами в основном используется для устранения неполадок, в случае, если программа выдает ошибку. Если же зазоры больше, чем значение допуска сшивки, тогда нужно изменить это значение, чтобы устранить ошибку. Для этого существует несколько способов. Можно сразу задать значение вручную, указав максимальное значение в 0,1 мм. Значок зазоров снова изменился и означает, что все зазоры будут сшиты. Вернем значение допуска по умолчанию. Можно нажать правой кнопкой мыши на нужный зазор и выбрать «Увеличить допуск сшивания», и допуск будет автоматически увеличен до нужного значения. Можно снова открыть зазоры, если нажать правой кнопкой мыши на зазор и выбрать «Уменьшить допуск сшивания». Зазоры будут снова открыты. Также можно просто поставить флажок рядом с нужным зазором. Допуск сшивки будет автоматически увеличен. И отключить флажок, чтобы уменьшить допуск. В общем случае ставим флажок возле самого большого зазора, и этот зазор и все меньшие зазоры будут сшиты. Или убираем флажок возле меньшего зазора, и этот зазор и все большие зазоры будут открыты. Нажмем «Ок».
В результате создана единая поверхность, а между поверхностями осталась линия разделения, так как поверхности лежали в разных плоскостях. И на этом все. Спасибо за поддержку. Всего вам доброго.